привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Сегодня мы поговорим об измерении давления и ЭКГ на смарт-часиках Galaxy Watch 4. Да? Ну, в данном случае это 4 Classic 46 мм. Ну, а так, в принципе, без разницы. И о том, чтобы оно стояло на вашем смартфоне и часах, и вы могли пользоваться этой функцией. Проблема какая? Есть ограничения, которые сняты на ограничения на устройство. Да? Если у вас, допустим, устройство не Samsung, тогда данное приложение у вас не будет работать. Ну, другими словами, если у вас часы Samsung, а смартфон какой-то Android, один из андроидов, минимальная, чтобы у него была версия Android, это 6, да, и работать он у вас не будет. Далее. Есть ограничения по стране. До этого у меня регион на моем Samsung был Таиланд. И, естественно, там это недоступно, я не мог себе установить данное приложение. Вернее, я его устанавливал, только оно не работало, оно не коннектилось с моими часами, не видела их. Следующее, это если у вас обнаружен права root. Есть на смартфоне у вас права root, и тоже неважно, Android у вас какой-то другой, либо Galaxy. Если есть root права, то, естественно, тоже не будет работать. Потом есть ограничения по возрасту. С 22 лет можно устанавливать. Дальше, там принудительное обновление и всякое такое. Допустим, в США нет измерения давления, а есть только ЭКГ. Тоже проблема, да, хочется пользоваться всем. Ну и потом есть некоторые заморочки. Так вот, ребята с XDA, в том числе еще и ФОПДА, да, именно инструкция эта взята оттуда. И хочу сразу сказать, что эту инструкцию выложил Maximus 7 Maximus и Самоха. Два человечка таких, ребята, спасибо вам большое. Пусть Бог вас прям благословит. Вот такие энтузиасты просто, ну, вдохновляют. Что значит? Один выложил вот именно Maximus 7 Maximus инструкцию о том, как это сделать с помощью компьютера. Самоха же сделал это, как это сделать с помощью смартфона. Никакого компьютера не надо. Естественно, это намного легче. Поэтому мы с вами сейчас эту инструкцию я вам покажу, чтобы вы могли себе установить и пользоваться. Что нам для этого нужно? Для этого вы скачаете несколько приложений. Ссылочка будет в описании видео. Скачайте несколько приложений, а именно, во-первых, само приложение, которое нужно ставить на смартфон, на нем, как я уже говорил выше, будет снято ограничение на устройство, снято. Другими словами, на любое устройство можете воткнуть ограничения по стране, снято обнаружение root, удалено возрастные ограничения, снижены с 22 до 16 лет. Принудительное обновление до последней версии тоже удалено, и поэтому не надо будет обновлять, можно будет легко пользоваться дальше. Потом требование блокировки удалено экрана, потом разблокировано, да, измерение давления для США. Ну и убраны разные другие ограничения, связанные с сокрытием АД и ЭКГ. Короче, все будет у вас работать. И еще одно такое же приложение, только уже на часы, тоже модифицированное. Вот у меня стоит родное, но если вы поставите, допустим, на смартфон с ограничениями, ну вот просто модифицированное одно вот приложение для смартфона, оно все равно не будет работать, потому что у вас есть официально, оно не будет давать работать. Поэтому нужно будет установить его вторым, потому что родное вы не удалите приложение, его надо будет установить вторым. Модифицированное приложение для часов и пользоваться. И вот еще одна программочка, с помощью которой мы все это будем делать. Все это будет в описании видео. Устанавливаем сначала мы с вами программку. Программка установилась, нажали готово. Вот она у нас. Дальше что мы с вами делаем? Заходим в Wi-Fi и смотрим, чтобы наш с вами смартфон и наши с вами часы были обязательно в одной Wi-Fi сети. Все, зашли, запустили, посмотрели, чтобы у нас все было в одной Wi-Fi сети. Подключение, Wi-Fi, все. Здесь у меня подключено и здесь одна Wi-Fi сеть. Все, выходим обратно. Идем в самый низ и смотрим Galaxy Watch. Открываем эту строку, дальше идем. ПО нам нужно. Нам нужно открыть параметр разработчика, так же, как это открывается на Android смартфонах. То же самое и здесь. И вот версия ПО, по ней вот так тапаем. Все, смотрите, как появилась вторая строка с регионом, да, вот в моем случае север России, мы отсюда выходим. Параметры разработчика у нас открылись. Поднимаем чуть вверх, и вот мы видим с вами параметры разработчика. Запускаем эти параметры разработчика. Идем низ, низ, низ и включаем вот эту вот отладка ADB. Все, ее врубаем с вами. Отличненько, врубили.
Дальше чуть ниже спускаемся через одну. И здесь отладка по Wi-Fi. Она у меня почему-то тоже была включена. Вот сейчас я ее включил. И включил вот эту вот отладку по Wi-Fi. Когда вы ее включите, у вас в одной сети смартфон отладка по Wi-Fi даст интересную вот такую вот штучку. Сейчас вы увидите. Появится у нас одна интересная вещь. Вот. Появился адрес IP наших часиков. Его нужно запомнить без маски. Короче, цифры, где начинается 192.168.0. И потом еще какое-то значение. Дальше могут быть у вас, допустим, пятерки, как у меня. Их не надо вводить. Все, нажимаю. Значит, приложение, запускаю его. Агаев врубаю. Дальше иду с вами в настроечки. Вот, нажали 3 полосочки. Дальше сеттинг. И вот, пожалуйста, Fire TV IP. Здесь я ввожу то значение, которое у меня есть. Вот здесь появился IP-шничек этот. Ввожу я. В моем случае я ввел, нажал ОК. Выхожу опять в основное меню. И дальше вот здесь видите две вот этих вилочки. Нажал на эти две вилочки. Хоп. Появилось, смотрите, вот здесь Connect. Нажимаю Connect. И здесь нажимаю ОК. Все. Connect. Произошел у нас Connect. Далее нажимаю Download. Все. Разрешение даю. И, естественно, эти приложения должны быть в папке Download внутри, в памяти. Да, я думаю, вы сообразите, как это сделать. Дальше нажимаю Setting. Samsung, вернее, монитор, который весит 1346 мегабайт. Нажал на него, нажимаю Yes. И пошла передача данного приложения на часики. Это займет, ну, минутку, может, парочку. В моем случае, да, ожидаем, когда это все у нас передастся и установится. Здесь все это будет показано, дорогие друзья. Вообще просто инструкция простецкая. Если мы берем на Tizen, там заморочек куча. Вообще вот Galaxy Watch 3, я там заморачивался просто, ну дофига делов там это все сделать. Здесь же это да нельзя просто. Вообще да нельзя просто. Ребята, вам респект просто огромедный. Вот реально, слушай, спасибо таким ребятушкам, что они вообще есть. Зайдете на сайт ФОПДА, плюсики им ставьте. Вообще молодцы просто, ребята. Молодцы. Все, ожидаем. Осталось немножечко. Хоп, готово. Пошла установка. Еще немного ждем. Готово. Все, теперь мы можем все это дело у нас уже отключить. Отладку отключить. Выйти в основное меню. Можно даже закрыть уже параметр разработчика, если хотите. Обратно вернулись. Вот так же нашли это ПО. Хоп. Версия ПО. И стукнули. Хоп. Готово. Все. Закрыли мы с вами параметр разработчика. Выходим в основное меню и открываем. Видите, у меня официальное приложение стоит. И теперь мы с вами идем вниз. И вот он. Буковка стоит. Это модифицированное. Говорит о том, что это модифицированное приложение. Разрешение приложения, конечно же, даем мы это разрешение. И вот, пожалуйста, они появились. Если мы его сейчас запустим, установить, он переводит нас в официальное приложение. И, естественно, это официальное приложение. А если даже вы его скачаете, у вас не запустит. Почему? Потому что у вас ограничения там есть. Мы с вами идем и устанавливаем то, которое у нас есть. Зашли, и вот оно, 72. Оно тоже не будет, даже если есть такое, ну, все, вы его просто устанавливаете, у меня стоит, потому что основное, вы его устанавливаете, запускаете и дальше настраиваете. Как настроить, я покажу еще один видосик после того, как настроить. Это будет следующее видео. Вот так, дорогие друзья, все легко и просто. 9 минут и все готово. Ну, я думаю, что спасибо вы скажете ребятам, ну, а также большое у меня желание, чтобы вы сказали спасибо мне в виде лайка, в виде вашего комментария, а также подписочки, потому что у нас много чего интересного будет на канале. Канал только о смарт-часах компании Samsung. Пока и до новых встреч!